Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 11-я серия второго сезона «Пираты Черной Лагуны». Эпизод 23. Месть Снежка. Месть Снежка. Месть Снежка, интересно. Эй, кто, блин, покрышку пропорол? Что за фигня? Хоть царапину увижу. О, это реально сейчас было красивая замануха, вот серьезно. Нет, никаких следов не видно. И вообще, кто сказал, что это подозрительное место? А? По факсу? По факсу кто? Черт. Ногами напали. Посылайте туда людей, живо! О боже мой. Ребята. Ты кто такой? В другое время не мог зайти? О. Эх, вы, конечно, крутые типы. Босс, не могу дозвониться до Сагамихары. Из прошлой ночи нет связи с Тагути. Люди Тагути мертвы. Что? Все мертвы. Все. Полиция нашла тела на лесопилке Бокута. Завтра пойду в полицию. Постараюсь избежать проблем с законом об организованной преступности. Я поняла. Они воюют не как мафия, а как армия. Ну? Ну, конечно. Вот почему ее зовут Капитан. Я не ожидала. Начался последний этап уничтожения сил клана Васимины. Точки 371 и 372 уничтожены. Команда Данила движется к точке 221. Начало в 15:05. Лазарев добрался до цели? Попали в пробку на шоссе, но на месте должны быть вовремя. Это младший сержант Ходоровский на связи. Докладывайте. Задание выполнено. Уходим с точки. Вас понял. Возвращайтесь на базу. О, и камеры. Точка 215 захвачена. Это хорошо. Смерть Сигару Ита на точке 317 подтверждена. Они их... Есть. Все. Спасибо, товарищи. 3 хода, и принцесса останется одна. Да, ребята, вы, конечно... Слишком быстро. Связалась с балалайкой. На сегодня все. А завтра будет работа. Ага. В чем дело? Ты какой-то грустный. Ну, конечно. Ничего не поделаешь. Зато у тебя все хорошо, я смотрю. Мы с тобой так давно вместе, что ты меня насквозь видишь, да? Встретила такого парня. Мечта любого стрелка. Ты не поверишь, Бэби. Он разрубил пулю прямо у меня на глазах. Это охрененно. Жду не дождусь сама попробовать это с Джумбо. Зачем так стремиться к смерти? Стремиться к смерти? Ты неправильно понимаешь. Мы уже живые мертвецы, Рок. Тач, Балалайка, Чанг и другие. Каждый из тех, кто ходит по земле Руанапура. Хотя мы и отличаемся от настоящих мертвецов. Отличаемся? Да, отличаемся. Тем, что дышите? Жив, мертв, дело не в этом. А что? Если ты цепляешься за жизнь, то страх застилает тебе глаза. Если у тебя нет страха смерти, можешь драться хоть до второго пришествия. Значит, предпочитаешь сдохнуть в канаве? Ранапур кажется таким далеким. Рок, так нечестно. Ты последнее время много грубишь. Прости. Из меня по пьяни дурное лезет. Ладно, ничего. Когда она пьяная... Девочка, не стоит так дразнить взрослых. Вы же потребовали прямого наследования. Это именно то, что хотел Совет Безопасности. Так что... Заткнись, сучка! Помолчи, Марадзуми. Я не собираюсь позволить тебе наследовать. И как ты собираешься утихомирить этих русских психов, которых вы сюда притащили? Как вы и сказали, это была наша ошибка. Весь клан Васимины сейчас старается уладить с ними дело.
Тупица. Мне интересно, как ты попробуешь уладить все, что вы заварили. Да. Прошу прощения, но вы, кажется, забыли, почему наш младший босс Банда был вынужден применить столь отчаянные меры. Разве не из-за твоего упрямства? Мы собирались поставить нового босса, чтобы сохранить ваш братский клан. Кто отказался от этого? Хорошо, обсудим это на Совете Безопасности. Ах ты мерзавка! Как смеешь лезть через головы? Совет Безопасности имеет право это решать. И у нас достаточно доказательств. Ах ты... Это все, что ты хотела сказать? Отношение к нам Коуз. С ним и Совет может не справиться. Возможно. Эти люди погрязли в жадности. Ясно, чью сторону взять. Ту, что выгоднее. Справедливости нет. Конечно. Они отойдут. Мне больно об этом говорить. Но сейчас у Васимины лишь треть тех сил, что было до конфликта. Русские напали очень жестоко. Первыми они выбили местных руководителей. Но мы еще живы. Ты и я. Иноэ-сан, Да. остановите, пожалуйста. Да, босс. Только одна машина? Но ведь... Да, передайте всем, кто остался жив. Но, босс... Что? Я не могу позволить защитникам Басимины умереть здесь. И вам тоже, Иноэ-сан. Наши шансы в наших руках. Пожалуйста, берегите себя и ждите. Она что, идет на смерть? Она что, сейчас пойдет одна? Чтобы спасти их всех. Ну, девочка, Мы не будем сидеть сложа руки. А, в каждом офисе сейчас установлены системы безопасности и камеры наблюдения. да, правда? У нас есть уцелевшая видеозапись, хоть и частично испорченная. Ну-ка. Мне удалось забрать ее до появления полиции. Молодец. Когда это успел? Ага. Видел? Все ясно. Они ездят в фургонах горсвета. Если бы мы знали, откуда появляются эти машины. Завидую полицейским системам. Это да. А она молодец. Просто она неопытна. Против нее мощнейшая регулярная армия, которая по уши. А это что такое? Это что за грабеж? Ну, это не русские. Это сейчас что было? Так интересно быть злодеями. Мы как Бонни и Клайд. Это хорошо. Потом грабим банк в Боливии. Ограбление кредитного союза в 4-м квартале и новое. Его дает. Двое подозреваемых скрылись на машине. Белый фургон с красной картой ПИК на борту. Внимание всем патрулям. Мир, на краю которого стоит Акадзима-сан. В том мире есть город, где собираются только преступники. Это прекрасно. Руанапур. Попасть в тот мир, отправиться в этот город. Город зовется Руанапур. Руанапур. Говорят, балалайка тоже. Да? Я всегда мечтала, чтобы тихая жизнь в Такамате длилась вечно. Девочка, Эти аллеи, магазинчики. С тобой там было так интересно. Но это еще интересней. Нифига себе. Она во вкус вошла. так или иначе, нам надо уладить все с этой русской, чтобы жить в том городе. Это интересно. Патруль 142, Синагава. Обнаружен фургон с красным знаком. Движется к побережью. Требования остановиться не подчинились. Вызываем подкрепление. Это Онигин-сан. Побережье. Возле Токийского порта. Это Ходоровский. Нас преследует полиция. Оторвитесь от них.
Балалайка. Они прибыли из Руанапура. Но как? Только оружие. Через аэропорт не пройти. Думай. Корабль. Балалайка в порту. А она молодец. Он оторвался. Машину мы уничтожим. Странно. Откуда полиция знает о наших машинах? Неужели девочка пытается противостоять нам? Она поняла. Интересно. Нужно сокрушить их полностью. Короче, она специально совершила ограбление на такой же машине, на которой ездят. Книги существуют, чтобы забыть о реальности. Классно. Упоение реальности, которое не найти в книгах. И средоточие этого — Руанапур. Интересно, кстати. Эх, без балалайки тут все вверх дном. О, Как там дела снаружи? Опять много стреляют. ты. Триада их сдерживает, но... Оружейный рай, Бенни. Истинное лицо этого города. Всем нравится. И Чану И тоже. Чану тоже. Хорошо, что Рока здесь нет. Он не любит оружие. То, что Рок не берется за оружие, это наше счастье. Да. Правда? Да. Его выстрелы бы опасно рикошетили в нас. Слишком опасно. Я серьезно. Дела. Так. Прости, задержалась. Ничего, сестрица, что за работа? Еще одна встреча с японцами. И если все пойдет хорошо, возвращаемся в Руанапур. Встреча? Но клан Восьмины... Сейчас у нас переговоры с Коуса. Они завершат начатое нами. Вот сволочь. Удачно, да? Потому что не хотел на самом деле меня спасать. Ты просто не желал терять остатки той жизни, с которой попрощался. Что ж, если они не вздумают нам хамить, мы пойдем на некоторые их условия. Рок, ты можешь так говорить, потому что стоишь в тени. Балалайка, у вас нет причин объединяться с Коуса. Лучше было бы уничтожить союз Коуса вместо клана Восемины. Рок! Клан Восемины уже ослаб. Он не угроза для отеля «Москва», ведь так? Поэтому клан Восемины... Рок! Ты не понимаешь своего места. Ты мой переводчик. Ты не мой солдат. И не из Москвы. Понимаешь? Но новый босс Восемины совсем девчонка. Эй, прекрати! Должна же быть Тебя справедливость. убьют сейчас. Хватит, Рок. Ты достал! Я так и знал. И, конечно, она стала бы его слушать. Да уж. Черт. Да. Давайте все успокоимся, сестрица. Мы же не хотим здесь начать резню в День Святого Валентина, да? Не лезь, Рэви. Рок, посмотри на меня. Привет. Оп-оп-оп-оп. Ну, ты посмотри, Справедливость? как реагирует. Все просто обожают это слово. Отличное слово. Но это когда, не применяя своей силы, ты стараешься убить других чужими руками. Твоя справедливость очень нехорошо пахнет. Это запах крови. Тебе не кажется? Ну не делай такое лицо. Я не сержу. Сестрица, вот уж не думала, что услышу это от тебя. Это очень забавно. Сестра, если ты закончила, отпусти его. У меня пальцы устали. Жизнь очень дешево стоит. Как конфетный фантик. И твоя, и его. Я не хочу разговаривать. Просто отпусти его. Для тебя у меня тоже есть пара слов, двурукая. Я не знаю, что ты там думаешь, но не пытайся жить, как он. О, как. Замолчи. Я поняла. Я поняла, сестра. Пожалуйста, не надо больше. У меня очень устали руки.
Балалайка, твоя победа предрешена. И тебе больше нечего терять. Поэтому не надо. Рок, Не надо больше. заткнись, а? Да, лучше... Еще не? Когда умоляешь кого-то сохранить, помни о двух вещах. Во-первых, надо развлечь того, у кого пистолет. А во-вторых, надо его убедить. Ты не сделал ни того, ни другого. Ну, пляши! Почему я не должна убивать тебя? Ты не поняла. Это не долг. Справедливость — это лишь средство. Только одна причина. Это мое хобби. Хобби? Да, увлечение. Кому-то нравится дохнуть в канаве, а мне нравится наводить справедливость. В глубине души я такой же, как ты. Прокатило, сука. И 100% он это сейчас на ходу придумал, чтобы ему сейчас свинец в башку не засадили. Ладно, развлек. Но он был на волосок, реально. С ней ее просить. Завтра продолжаем работу, Рок. И постарайся больше не рисковать жизнью из-за дурацких увлечений. Припаркуй машину. Пожалуйста. Пожалуйста. Рок, ты придурок. То, что мы с тобой сейчас еще живы, это просто чудо. Потому что эта сумасшедшая в шинели вдруг решила не нажимать на курок. Да, я твой телохранитель здесь. Я могла бы тебя защитить даже на Тарава или в Аламо. Валому. Но я не могу защитить придурка, который сам нарывается на ствол. Ну это правда, а это... Идиот! Это правда, это сейчас... Ты сердишься? Нифига! Я в ярости! Был бы это не ты, убила бы сама! Рэви, у меня просьба. Съездим еще раз ко мне домой. Балалайка могла и не напоминать. У тебя хороший дом. И я чувствую себя чужой здесь. Все совсем другое. Мне даже не понять. Да. Я всю жизнь пытаюсь выжить. Я даже не знаю, могу ли я жить так, как здесь. Впрочем, она всегда такая. Балалайка всегда на войне. Да, вся ее жизнь война. Идет вперед и не оглядывается. Твой кошмар закончился. Рэви, ты забыла? Я уже мертв. С того дня, как встретил тебя. Да. Если Ранапур город мертвых, то это город живых. Я так хорошо тут все знал, но почти забыл. Для мертвого человека это мираж. Да, да. Нет, это было миражом уже тогда. Рэви, я здесь не чтобы вернуться. А чтобы попрощаться? Я здесь, чтобы забыть. Чтобы покончить с этим раз и навсегда. Ты пожалеешь. Я перестал жалеть год назад. Я просто не мог решиться. Но теперь я могу. Ясно. Это та тетя! Точно. Покажи нам еще раз. Да, постреляй по банкам. Вот. Но, Рок, Покажи им, Рэви. ладно. Что это за пистолет? Похож на настоящий. Это модифицированная Беретта М92. Версия проечат меч Катлас. Теперь смотрите на банки, мелочь. Смотрите внимательно. Да. Вот она реальность жизни. Они больше в жизни пистолет в руки не возьмут, даже игрушечный. И посмотрите на Рока. На Рока гляньте. Все. Девочка помогла ему осознать
Вас мама зовет. Бегите домой, детишки. Гинсан, я бы хотела более сильное оружие. Да, В этом доме должно быть такое. я не очень разбираюсь в пистолетах, но знаю, что это русский Стечкин. Стечкин. Большой калибр и автоматическая стрельба. Для тебя он, наверное, слишком тяжелый. Ничего. Я просто не хочу быть такой обузой. Все хорошо. Да. Одно слово просто. Капец. Ну что могу сказать? Серия потихоньку подвела итоги того, кто, что и как из себя представляет. Ну что ж, девочка встретилась с лидерами Коусы. И ясное дело, они приняли сторону балалайки. Ну, конечно. И в этом нет, на самом деле, ничего плохого. Главное выжить. Балалайка отель Москва прекрасно показала свою силу. Они же сперва на Коусы наехали. А теперь клан Васемины. Все вырезали их подчистую. Вот прям подчистую вырезали. 3 хода, и принцесса останется одна. Люди Тагути мертвы. За кратчайший срок. Это было, мягко говоря... Ну, а что вы хотели? А что вы хотели? Они могут быть самыми крутыми бандюганами во всей Японии, но против обученных ребят, которые прошли через ад, которые прошли через, самую страшную горячую точку 80-х годов. Ну, извините, пожалуйста. Уж прошу прощения. Это левел не тот. Тягаться с такими. Имеется в виду все. Они даже на чужой территории их просто в сухую разгромили. И даже ни одного русского погибшего нет. Нет, девочка, конечно, вместе с Генди совершили классный ход. Мы как Бонни и Клайд. Неужели девочка пытается противостоять нам? Понимаете, в чем дело? Девочка смышленая, просто она неопытная. Она проиграет 100% в этой войне. Я вот в этом 100% уверен. Она проиграет. Но хотя бы она способна дать очень крутое противостояние. Потому что она тупо умная. Очень грамотно придумала. Во-первых, она убила 2 зайцев одним выстрелом. Она стырила деньги, значит, у нее есть средства хоть для какой-то партизанской борьбы. Почему я говорю партизанская борьба? Потому что она, сняла ответственность со своего клана, я это понял еще в машине, она сняла ответственность со своего клана, и она с Генди ушла в подполье, и дерутся только они вдвоем, чтобы клан Васемины хоть как-то остался в живых. Хотя бы у нее за плечами человек, который хотя бы умеет драться и воевать. Я не знаю, как все сложится, но, скорее всего, они оба покойники. Момент с балалайкой и с Роком. Ты не мой солдат, понимаешь? Но новый босс Васемины совсем девчонка. Рок очень жестко черту перешагнул. На самом деле, это реально было опасно. Говорить балалайке, чтобы она чего-то не делала. И постарайся больше не рисковать жизнью из-за дурацких увлечений. Что мы с тобой сейчас еще живы, это просто чудо. Как Рэви сказала, мы все мертвецы. Мы все мертвецы. По одной простой причине. Потому что мы вот здесь уже мертвы. А если хвататься за жизнь, это тебе только будет мешать и в борьбе, и в той жизни, в которой они находятся. Рок, эта девочка, помогла Року осознать, кем он стал. Он не выбирал путь, он уже стал им. Он, может быть, был на перепутье, но на самом деле он уже давно перешел. Просто к нему пришло, во-первых, осознание и смирение этого момента. И как сказали ребята из Ранапура, рикошеты в нас полетят. Хорошо, что у Рока нет пистолета. А почему? Потому что он капец справедливый. Сколько раз его мировоззрение, скажем так, пока уж не сильно радикально, но чуть не вставила парочку раз палки в колеса компании, а? Рок уже увидел самые страшные деяния человечества и результаты этих деяний. И он уже никогда не сможет вернуться назад. Он простился со своей жизнью и остается только идти вперед, как балалайка идет вперед. Балалайку, как мы увидели, предали. Сама страна ее предала.
само все ее предало. И она решила взять все в свои руки. Как и Рок в свое время. Его предали свои же, отправили на смерть. И он также решил взять судьбу в свои руки. И не отступать. Потому что, как мы выяснили, жизнь несправедлива. Эта девочка тоже это осознала. И надо уже продолжать как-то жить с осознанием того, что ты можешь в любой момент умереть. Вот так и мы дошли до предпоследней серии. Что ж, это была 11-я серия «Пираты Черной Лагуны». Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 12-й, последней серии. Удачи!